Здравствуйте, уважаемые пиромантики, Прометей, хранители огня, повелители пламени. Это видео будет больше развлекательного характера, ну, хотя мы кое-что и починим, конечно. Речь пойдет про газовую горелку с подогревом газа. Вот такую вот. Которую я купил бэушной. Привлекло наличие, ну, кроме всего прочего, привлекло наличие прочного транспортного футляра, потому что я считаю, что у горелки примуса у нее должен быть какой-то, значит, жесткий или элемент корпуса, как в огоньках и примкомпактах, и ПТшках, естественно, или там котелок отдельный, как в шмелях. Ну, в этом котелке, конечно, каши не сваришь, дырка вон какая. Но это лучше, чем тряпичный мешок, который сейчас стало модно, значит, комплектовать. Или вообще, прости господи, авоська. Кто еще помнит, что это такое. Вот. Продавалась она как, ну, в объявлении было написано, что она рабочая. Даже была фотография, видимо, приготовленная заранее, там, за несколько лет до этого. Вот. И, конечно, феноменальная низкая цена. Меня опять терзают смутные сомнения. Но против этого у меня тоже был кое-какой план. В общем, купил. Естественно, она не заработала. И путем последовательных, как бы, исключений, значит, отсоединил шланг, выкрутил форсунку. Значит, выяснилось, что генератор забит наглухо. Вот именно вот этот вот самый генератор. Что с ним я не делал, пытался там проволочками залезть, ну, вымачивание в ацетонах, там, керосинах, ВДшках, кротах, кипячение, даже прожиг вот этого места, то есть там это все увенчалось полным фиаско. Но у меня была в запасе трубочка, собственно, это был один из факторов, который повлиял на покупку. То есть я предполагал, что она может не рабочая оказаться. Вот. Я, честно говоря, не помню, откуда она у меня взялась, эта трубочка. Я думал, что это пруток долгое время, а потом смотрю, нет, трубочка. Вот. И остальное уже было чисто дело техники.
Потом еще, когда пришел шланг, то заменил, значит, на вот такой, он с меньшим сечением, и у него вот этот шарнир вращается, то есть после нагрева можно повернуть. Но в принципе у этого тоже вращается. Вот, хотя и как бы оно не предусмотрено, но тоже можно это делать. Ну, а это тоже, кстати, был один из как бы планов Б. Сделать из него заправочный, ну, сами поняли для чего. И, кстати, я пожалел, немножко пожалел потом, когда, значит, что поставил вот этот шланг, потому что у него очень тугой еще вот этот сальник. То есть открываешь, он немножко возвращается. То есть отрегулировать как бы сложнее. У этого как открутил, столько и будет. Но он уже приработался. Вот. Но это как бы невелика проблема. Зажигаем. Вот. Ну, сейчас за бортом где-то плюс 3, плюс 5. То есть он, ну, может плюс 10, значит, такой прохладненький. Еще я немножко далеко от пламени расположил генератор, потому что в основном то, что видел, они прямо вот генераторы, прям в самое пламя. Так, ну посмотрим. Ага. Плохо прогревается, сейчас я его прям по месту. Вот так. Посмотрим, как так оно будет прогревать. Все, сделал как в магазинных горелках. О, теперь кошерно. Так что же все-таки погубило эту горелку, вот этот генератор, испаритель? А все дело в том, что в отличие от идеального газа, пропан неизбежно содержит тяжелые фракции, посторонние примеси, пусть и в небольших количествах. Но с течением времени, да, дно баллона, да, заполняется газолином, грязем И излишествами нехорошими. Да. И при перезаправке именно эти осадки первыми попадают в заправляемый баллон. Пока горелка использует газообразный газ, ну просто, значит, в газообразном виде, то эти примеси, конечно, никакого влияния не оказывают. Но тогда вопрос, зачем переплачивать за горелку с испарителем, за генератором. Но когда вы переворачиваете баллон вот так, он вам подмигивает и одновременно снабжает испаритель, то есть вся вот эта вот грязь снизу баллона идет в испаритель. И процессы там идут ровно те же самые, что и в жидкотопливном примусе. А именно, изнутри испарителя откладывается кокс. Но если примус жидкотопливный, например, вы можете разобрать, там, прожечь и промыть до той же водой, там, даже в походных условиях, и через час у вас примус в боеготовом состоянии, то с этой трубочкой вряд ли что-то можно сделать, потому что прожиг и любые промывки без механического воздействия, они малоэффективны. Значит, экономика уже с перезарядкой баллона уже не такая экономная. И вообще, в принципе, не проще ли тогда сразу просто брать жидкотопливный примус? Кстати, ПТшка, она всего лишь там грамм на 100 тяжелее, чем вот эта вот самая горелка.
вот этот рассекатель, это тоже был план Б. Я планировал, если у меня ничего не получится, то, ну, это был как раз тот период, когда я делал вот эту газовую плитку, то переставить вот этот рассекатель на вот эту. Теперь немножко пару слов скажу про вот эту плитку. Значит, здесь парочка доработок. Во-первых, добавил сюда силиконовые такие вот надставки, но если ставить на что-то твердое, там на камни, то термоусадка, она разрушается, ну, она механически очень нестойкая, а силиконовая нормально. И вот такая ветрозащита, тоже сделанная из остатков того самого компьютерного корпуса, той крышки, из которой сделана и вот эта ветрозащита. И сейчас мы ее тоже разожжем. Шланг здесь тоже приколхозил, а баллон предусмотрительно положил в карман. Ну-ка. О. Поскольку я обещал развлекательное видео, я скажу, что при съемках я допустил один довольно комичный и забавный киноляп, но уже переснимать не стал, поэтому, если интересно, можете еще раз пересмотреть, найти его и посмеяться все вместе. Пишите в комментариях, если там будут какие-то гипотезы, варианты. Спасибо за просмотр. И догорят наши примуса, плитки и все, что горит синим пламенем. До следующих встреч.